Добрый день, подписчики! Как вам стенка? Нравится? Это новый вид декоративного покрытия. Это я шучу. Мы сейчас вот из этого страшного участка будем стараться делать какую-то красоту. Заодно это нанесение на большой стене. Потому что на планшете очень часто пишут: а попробуй на стене. А теперь попробуй на стене. Ну, как бы вот попробуем, давайте вместе. Мы стену совсем не подготавливали. Совсем. Только загрунтовали и все. И прямо вот по такой стене страшной мы красим. Заодно посмотрим, нужно ли подготовку. То есть, если у нас получатся дефекты, то вы это увидите. Но вообще я считаю, что все должно скрыться. Она прям очень страшная стена. Ни в какие рамки не лезет. Все углы, так как мы наносим одну только стену, остальные углы мы проклеили. То есть у нас скотч везде. Соседние стены защищены скотчем, и потолок тоже. Кистью углы, низа, верха, все остальное валиком. Красим в один слой. Краска создает нам однородный цвет и защищает от впитывания, грубо говоря. Чтобы штукатурка декоративная не впитывалась быстро в стену. Вот краска, она влагостойкая, и она помогает нам. Одели валик на телескопичку и красим. Чтобы не прыгать со стремянками туда-сюда, просто красим вот так. Если вы, например, делаете ремонт своими руками, если вы не мастер, то явно у вас телескопички нет. И покупать ее не так уж и прямо обязательно. Можно взять от швабры, там, черенок какой-нибудь. Ну, то есть, любую палку, которая подойдет по диаметру к валику. Если палка чуть поуже, чем валик, то можно намотать на нее недостающие вот эти вот миллиметры. Пакет какой-нибудь, там, тряпку. Все что угодно намотать, чтобы сделать потолще ее. И одеть на нее валик. Я, кстати, засекла время, когда начали красить. 8 минут прошло, и стена практически готова. Давайте скажем так, с помощью валика хорошего, с помощью телескопички, стену 8 квадратных метров можно покрасить за 15 минут. 8-10 квадратных метров уходит 15 минут на покраску одной стены. То есть, если бы мы красили всю комнату, то это примерно умножаем на 3. 40 минут-час вы покрасите вместе с углами. И еще момент. Покрасить это вы покрасите, но еще плюс минут 15 на обклейку скотчем, чтобы заклеить углы и потолок. После того, как краска высохла, мы будем наносить декоративную штукатурку с помощью вот такого приспособления. Его сделали без меня, я бы обязательно вам показала, как это. По сути, на шпатель мы закрепили с помощью скотча 2 гребешка. Если бы у нас было 3, это было бы хорошо, мы бы еще один сюда закрепили. Даже если бы эти края торчали немножко. Ну, для чего это? Для быстроты. То есть, либо вы вот этим маленьким гребешочком делаете полосы одним, либо у вас сразу 2-3. Это в 2-3 раза ускоряет процесс нанесения. Материал колерованный, штукатурка декоративная мармора. И прям в перемешку цвета, вот так, положили на кельму, 2 разных цвета. И наносите на стену тонким слоем, чтобы укрыть поверхность стены. Густоты не нужно и совсем тонко тоже не надо. Ну, полмиллиметра, что ли, чтобы не просвечивало. И вот так вот волнистыми линиями наносим вот эти перемешанные цвета. Внимательно относитесь сразу же к углам, чтобы не было там пустот. Обратите внимание, что сверху начинаем. Не снизу и не с середины, а сверху.
И, кстати, можете миксовать материал прямо на стене. Миксанули, взяли. Стена у вас должна быть покрыта влагостойкой краской. Искусственно трясущейся рукой формируем вот эти вот бороздочки. Был вопрос, кстати, где взять трясущуюся руку. Сходить в спортзал, хорошенько позаниматься и будут трястись руки без проблем. Там, кстати, на ютубе кто-то писал то, что у них есть подсобник, как раз у которого всегда руки трясутся. у которого как в грозу рожденный. Вот, можно такого подсобника найти себе. Один участок нанесли, сформировали вот эти полосы и сразу наносим, пока сырое, следующий участок, соединяемся. Штукатурка соединяется бесшовно, пока она сырая. Роман сейчас сделал так, нанес белый слой и потом в сырую штукатурку вмешивает цвет. Вы тоже можете делать так, как вам удобно. Можете на кельму, как вот изначально начали. Здесь не будет повторяющихся линий. То есть прямо вот, это ж не обои. Здесь все равно будет разнообразие. Вот что может декоративная штукатурка. Даже тонкослойная. Марморы — это материал тонкослойный. Он аналогичен практически венецианской штукатурке. Но чуть толще выдерживает слои. А так у него эффект прямо вот венецианки. И даже он справляется. Кстати, вот, например, вы работаете, да, штукатурки декоративные, у вас стоит открытое ведро. Вопрос такой задают часто, не засыхает ли она, когда вот оно открыто, ведро открыто? Она, по сути, не засыхает. Но вы можете с помощью пульверизатора, ну, то есть взять вот пульверизатор и просто сбрызнуть, как бы дать ей влаги. И она долго стоит, ничего с ней не будет. Вы можете подписаться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Все штукатурки декоративные, которые мы показываем вам в роликах, вы можете заказать у нас, перейдя по ссылкам в описании. Ссылки ведут в мессенджере. И там мы ведем диалог, выбираем, мы вам поможем, если вам требуется наша помощь. Что касается еще таких моментов, кроме лайков. Например, если вам нравятся наши ролики, вы можете написать отзыв. Мы очень рады отзывам. Например, в Яндекс.Картах, да? Город-декор, мы так и называемся, город-декор, город Ижевск. И отзывы — это очень-очень положительный момент. Стимулирует нас к работе. Да, то есть вот когда видишь отзыв, они у нас есть там, конечно, но хотелось бы их больше, что мы не зря работаем. И если не трудно, то можете писать отзывы. Материал выйдет вот этот, примерно в 400 рублей. Все зависит от слоя. Кстати, по поводу слоя. У нас был бы слой меньше, и, соответственно, мы бы потратили денег меньше, если бы стена у нас была подготовленная. Вот в этом минус. Дефекты штукатурка прячет. Но если вот такие ухабы на стенах, то, конечно, заполнятся они штукатуркой. То есть будет расход выше. Например, это нанесение можно было сделать 300 грамм на квадратный метр, 500 грамм на квадратный метр. А у нас сейчас, я думаю, что выйдет где-то 700. Пешок, смотрите, это легко. И вот так вот трясущейся рукой формируем бороздочки. Можно делать прямые линии, волнистые, ломаные. Больше светлого или больше темного. На вкус и цвет товарищей нет. Остатки вот эти, видите, на гребешке остатки, вот их дальше используем, их не выкидываем.
у нас получается такой образец на стене. Мы распределили цвет совсем неоднородно. То есть у нас правый нижний край темный-темный, середина светлая, левый верхний край вперемешку светлый с темным. Так интереснее. После высыхания первого слоя, видите, мы тут мазали цвета вперемешку. Этот слой высох, и мы наносим теперь второй. По сути, это тонкий слой, белый. Штукатурку мармура можно подразвести немножко водой, чтобы она была пожиже. Мы закрываем тем самым некоторые места, которые нам не нравятся, какие-то дефекты. Где-то мы с этим слоем можем высветлить штукатурку, если она, например, вам кажется темной. Да и вообще он, в принципе, не помешает второй слой. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. И вот эта красота вам также нравится, как и нам. И вы, возможно, сделаете у себя тоже с помощью наших видео вот такую красоту, какую-то акцентную стену. Или, может быть, стены целиком более спокойного цвета. Ну, вот в таком же способе, только один будет белый, а второй более светлый. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И всем пока!